Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Красная шапочка». Жила-была маленькая девочка. Была она скромная и добрая, послушная и работящая. Мать не могла нарадоваться, что у нее растет такая помощница. Дочка помогала ей по хозяйству, а когда вся работа была сделана, читала матери что-нибудь вслух. Всем нравилась эта милая девочка, но больше всех ее любила бабушка. Шила она как-то из красного бархата шапочку и подарила ее внучке на именины. Новая шапочка была девочке очень к лицу, и за то, что с того дня никакую другую она носить не хотела, люди прозвали ее Красной Шапочкой. Однажды мать решила испечь пирог. Замесила она тесто, а Красная Шапочка нарвала яблок в саду. Пирог вышел на славу. Посмотрела на него мать, да и говорит: «Красная Шапочка, ступай-ка, навести бабушку. Положу я тебе в корзинку кусок пирога и бутылку молока. Отнесешь это ей». Обрадовалась Красная Шапочка, тут же собралась и отправилась к бабушке, которая жила на другом краю леса. Мать вышла на крыльцо проводить девочку и стала ее напутствовать: «С чужими, дочка, не разговаривай, с дороги не сворачивай». «Не беспокойся», — ответила Красная Шапочка, попрощалась с матерью и отправилась через лес к дому, где жила бабушка. Шла Красная Шапочка по дороге, шла, да вдруг остановилась и подумала: какие красивые цветы здесь растут, а я не смотрю вокруг, как звонко птицы поют, а я словно не слышу. Как же хорошо здесь, в лесу!» Действительно, сквозь деревья пробивались солнечные лучи, а на полянках благоухали прекрасные цветы, над которыми порхали бабочки. И Красная Шапочка решила: принесу-ка я бабушке вместе с пирогом еще и букет цветов. Ей, наверное, будет приятно. Еще ведь рано, я к ней всегда успею. А она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Сорвет цветок и подумает: а дальше вон растет еще прекрасней. И к тому побежит. И так уходила она все глубже и глубже в лес. Идет девочка по лесу, собирает цветы и поет песенку. Вдруг навстречу ей злющий волк, а Красная Шапочка вовсе его и не испугалась. «Здравствуй, Красная Шапочка», — сказал волк. «Куда это ты собралась так рано?» «К бабушке». «А что у тебя в корзинке?» «Бутылка молока и пирог. Мы с мамой его испекли, чтобы порадовать бабушку. Она больная да слабая, пусть поправляется». «Красная Шапочка, а где живет твоя бабушка?» «Чуть подальше, в лесу. Под 3 большими дубами стоит ее домик». «Счастливого пути тебе, Красная Шапочка», — пробормотал волк, а про себя подумал: «Славная девочка, лакомый был для меня кусочек, повкусней, пожалуй, чем старуха, но чтобы схватить обеих, надо дело повести похитрей». И он, что есть духу, помчался самой короткой дорогой к бабушкину дому. Идет Красная Шапочка по лесу, никуда не торопится, а серый волк уже стучится бабушке в дверь. «Кто там?» «Это я, Красная Шапочка, принесла тебе пирог и бутылку молока. Открой мне», — ответил волк тонким голосом. «Нажми на щеколду», — крикнула бабушка. «Я очень слаба, подняться не в силах». Нажал волк на щеколду, дверь отворилась, и ни слова не говоря, он подошел прямо к бабушкиной постели и проглотил бабушку.
волк надел ее платье, чепец, улегся в постель и задернул полог. А Красная Шапочка все цветы собирала. И когда она уже их набрала так много, что больше нести не могла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней. Подошла Красная Шапочка к домику бабушки, а дверь открыта. Удивилась, она зашла внутрь и крикнула: «Доброе утро!» Но ответа не было. Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит, лежит бабушка, надвинув чепец у нее на самое лицо, и выглядит она странно. «Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши?» – спросила Красная Шапочка. «Чтобы лучше тебя слышать». «Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза?» «Это чтоб лучше тебя видеть». «Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки?» «Чтобы легче тебя обнять». «Ох, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот!» «Это чтоб легче было тебя проглотить», — сказал волк, вскочил с постели и проглотил бедную Красную Шапочку. Наелся волк и улегся опять в постель, заснул и стал громко-пригромко храпеть. Шел мимо охотник, услышал он доносившиеся из домика какие-то странные звуки и насторожился. Не может быть, чтобы старушка так громко храпела. Подкрался он к окошку, заглянул внутрь, а там в кровати волк лежит. «Вот ты где, серый разбойник», — сказал он, — «я уже давно тебя разыскиваю». Хотел охотник сначала застрелить волка, да передумал. Вдруг тот съел бабушку, а ее можно еще спасти. Взял охотник тогда ножницы и распорол брюхо спящему волку. Выбрались оттуда Красная Шапочка и бабушка, обе живые, невредимые. И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнес ее домой. Бабушка скушала пирог, выпила молока, что принесла ей Красная Шапочка, и начала поправляться, до сил набираться. Красная Шапочка же поняла, что всегда нужно слушаться старших и в лесу никогда не сворачивать с дороги. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.